Привет, друзья, с вами Лада. В этом видео хочу поделиться радостью последними покупочками, которые мне удалось совершить в Леруа Мерлен до карантина еще. И также покажу подарочки, которые мне подарили как раз в последнюю поездку в Москву с 6 по 8 марта. Если вам тема этого видео интересна, то приятного просмотра. И в этом кадре я распаковываю посылку с Леруа Мерлен. До ближайшего Леруа мне ехать достаточно далеко, я живу в пригороде, поэтому я заказала доставку до отделения СД, который находится рядом с домом. И доставка вышла очень дешевая, аж почти в 2 раза, чем если бы я до Леруа доехала сама. И в этой посылке долгожданные вот эти инструменты, это дырокол и строительный степлер с набором скоб. И первый вот такой интересный инструмент – это дырокол. Давно приглядывалась на такую штукенцию, и наконец-то я ее нашла и, в общем-то, заказала себе. Дырокол идеален для работы с картонным донышком, также для работы с кожей или даже с тканью. Например, я делала блокнотики из джинсовой ткани, и вот такой дырокол оказался бы очень кстати. Этот дырокол имеет 6 отверстий разного диаметра, подходит под разную толщину трубочек. То есть вот эти шипы – это отверстия разного диаметра, и их можно менять, как раз я на видео показываю. И сейчас мы потестируем этот инструмент. И для тестирования я взяла очень плотный картон. Это не гофрированный картон, это именно очень плотный переплетный картон. И сейчас мы с вами проделаем разные отверстия этим дыроколом. Этим инструментом очень легко пользоваться. Сначала вы выбираете тот шип с размером отверстия, который вам нужен, устанавливаете его рядом вот с этим набойничком, если я не ошибаюсь, вставляете внутрь картон и нажимаете на этот инструмент так же, как на плоскогубцы. И у вас получается отверстие в картоне, достаточно аккуратное, всего лишь нужно приложить небольшое усилие. И также очень легко можно очистить эти острые шипы, в которых остаются остатки картона. По сути, они там не засоряются, они под воздействием следующих остатков вылезают из серединки. Ну и также вы можете чем-то острым туда воткнуть, и, соответственно, все остатки картона вылетают из серединки. В общем, отверстия остаются очень чистыми. Ну и еще одна интересная штука – это строительный степлер. Честно говоря, не знаю, для чего я его взяла, но, как говорится, в хозяйстве все пригодится. Мало ли, я буду работать когда-нибудь с фанерным донышком, и пусть у меня он будет. Очень интересная штука, я, конечно, такой степлер вижу в первый раз. Здесь степлер у меня рассчитан на скобы от 6 до 10 миллиметров. И как раз таки к нему я заказала скобы 8 мм, вставляю их, как на видео, и сейчас потестируем. Я тестирую строительный степлер на том же самом переплетном прочном картоне. Посмотрим, как он у нас пробьет эти скобы внутрь. Здесь самое важное – это вставить правильно скобы, иначе степлер просто не будет работать. Ну и как вы видите, этот степлер очень хорошо сработал, хорошо закрепил, так сказать, скобу в этом картоне. Кстати, мне отписались девочки, у которых есть уже этот степлер и которые работают с фанерным донышком, что этот степлер идеально для этого дела подходит. И сейчас я показываю покупку, которую я сделала еще месяц назад не в Леруа Мерлен, а в строительном магазине Maxi Dom. Это эколак фирмы Tex, Biotex, как написано на банке. Это паркетный лак на водной основе, соответственно, он не имеет сильного запаха, практически не имеет запаха, и он очень прочную пленку создает на изделии. Он хорошо защищает от механических повреждений, от влаги хорошо защищает и делает изделия крепкими и прочными. И сейчас я покажу, что девочки подарили мне в Москве. Огромнейшее спасибо девочкам за подарки. Подарки очень интересные, очень полезные. И давайте же сейчас их поразглядываем. И мне хочется показать вам этих забавных котеек. Вы только посмотрите, какая милота. Они очень похожи на Левку. Вязаного котика сплела Татьяночка. Я обязательно подпишу ее инстаграм, и в описании тоже напишу ссылочки. И вот этого котейку из фетра сотворила Наташечка. Также мне подарили мыло ручной работы. Огроменное спасибо Полине за этот подарок. Я обязательно подписываю инстаграм ее магазинчика, и в описании тоже ссылочку оставлю. Мыло просто офигенное. Во-первых, очень вкусный аромат. Во-вторых, очень интересная форма. И в-третьих, это мыло с сюрпризиком, с таким приятным. В общем, мне оно очень-очень понравилось.
Следующий подарок я вам просто не могу не показать. Это шикарнейший бактус от Оксаночки. Инстаграм я ее подписываю здесь, и также в описании оставляю ссылку. В общем, это просто замечательнейшая работа. У меня даже нет слов, чтобы описать свой восторг. На самом деле такую вязаную работу крючком, глобальную, масштабную, я держу первый раз в жизни, разглядываю ее. В общем, это на самом деле очень-очень круто. Я его уже примерила, осталась довольна очень. Оксаночка, спасибо тебе огромное за подарок. А теперь показываю другие интересные подарочки. Девчоночки, спасибо огромнейшее за них. Если я ваш инстаграм здесь забуду написать, то обязательно напишу их в описании под видео. Итак, две вот такие тонкие супер иглы, они длинные, будут служить мне в качестве спицы для кручения мелких трубочек, для разных мелких изделий. Мелкие изделия я очень люблю, так что это для меня очень актуально. Спасибо. Следующее вот такой супер клей, я, честно говоря, им не пользовалась, но мне сказали, он очень хорош, особенно для приклеивания магнитов к изделиям. Что тоже, кстати, очень актуально для меня. Следующее, мотки ниток роза, стопроцентный хлопок. Прям вселенная мне говорит, что пора попробовать себя в вязании. Хотя я вязала, но как-то забросила это дело, но в последнее время у меня прям мысли приходят, а не начать ли мне снова вязать. В общем, надо попробовать это все возобновить, главное это начать. Следующее, это набор разных деталей для игрушек. Тут и глазки, и носики, и ушки. В общем, это мне пригодится обязательно. Следующее, деревянные заготовки такой интересной формы и деревянные бусины. Деревянные бусины у нас в пригороде большой дефицит, и так что это очень-очень актуально. Спасибо огромное! Спасибо за подарочек от Лены. Как написано на упаковке, это ствол для топиария из дерева, но тем не менее его можно использовать и не только для топиария. Вообще такие стволы можно использовать в качестве ручек для плетеных изделий. Если не целые, то можно распилить их на две части, а можно из таких стволов делать разные панно. В общем, мне уже в голову лезут разные интересные идеи, прям руки чешутся их воплотить. Также среди подарочков рисовая бумага с замечательными рисунками. К сожалению, камера немного осветляет эти рисунки, в реальности они чуть поярче. Буду думать, куда их применить. И салфетки для декупажа. Идеально для деревянных или фанерных донышек, также для самого плетения. Также девочки надарили вот такие деревянные заготовки, очень много деревянных заготовок в виде разных форм, сердечко, круг, овал, прямоугольник с разными, кстати, размерами отверстий. Здесь отверстия большие есть и отверстия прям как для трубочек. Вот, например, вот такая большая деревянная заготовка в виде прямоугольника со скошенными углами, как раз таки для отверстий именно для трубочек. В общем, буду думать, как это все использовать. У меня уже реально разыгралась фантазия и реально чешутся руки попробовать на практике все это дело и обязательно с вами поделиться результатами. Вот такое видео о моих покупочках, подарочках получилось. Мне очень захотелось поделиться с вами радостью, рассказать об этом. Я надеюсь, что видео вас вдохновило, может быть, вам какие-то детали видео пригодились, были полезными. Конечно, я буду этому только рада. Девчоночкам огроменное спасибо за подарочки, за ваше тепло, за вашу доброту, за теплый прием. Я обязательно ссылки на инстаграм девочек оставляю в описании под видео, заглядывайте туда. И напишите мне, понравилось ли вам видео. Обязательно ваши отзывы напишите в комментариях и ставьте лайки. Легкого плетения вам, друзья, вдохновения. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока.